18 февраля 1978 года, Гавайи, 5 часов утра, 15 человек стоят на берегу Вайкики. У них нет спонсоров, нет телекамер, нет даже названия того, что они собираются сделать. На листе бумаги, который раздали участникам, было написано всего одно обещание. Проплыви 2,4 мили, проедь на велосипеде 112, пробеги марафон и хвастайся этим всю оставшуюся жизнь. Сегодня это слово знают во всем мире. Это не просто гонка, это многомиллиардная индустрия. Бренд, который судится с Marvel за право называться Iron Man. И компания, которая ежегодно собирает на старт сотни тысяч людей, более чем в 50 странах. Как любительская выходка нескольких военных моряков превратилась в корпорацию, которую покупали и продавали за сотни миллионов долларов. И кто сегодня владеет правом на эту фразу «Anything is possible»? Это история компании Iron Man, история о фанатизме, деньгах, судебных тяжбах и о том, как одна безумная идея на пляже стала глобальной империей выносливости. Чтобы понять Iron Man, нужно вернуться в Гонолулу конца 70-х годов. На острове Оаху существовали 3 отдельных, никак не связанных друг с другом спортивных состязания. Открытый заплыв Вайкики Rough Water Swim на 2,4 мили, велогонка вокруг острова Around Oahu Bike Race и Гонолульский марафон. Идея родилась на церемонии награждения после забега на Оаху в 1977 году. Там встретились представители 2 клубов – бегового Mid Pacific Road Runners и Waikiki Swim Club. И между ними уже давно шел спор, кто из спортсменов более вынослив – пловцы или бегуны. На этой вечеринке офицер ВМС США, командор Джон Коллинз, вспомнил статью из Sport Illustrated. В ней говорилось, что у бельгийского велогонщика Эдди Меркса рекордный показатель максимального потребления кислорода – VO2 Max, выше, чем у любого спортсмена в истории. Значит, рассуждал Коллинз, может быть, велосипедисты выносливее всех? Коллинз и его жена Джуди сами были триатлетами-любителями. Они уже участвовали в подобных гонках в Сан-Диего в середине 70-х годов. И в тот вечер Коллинз предложил простое решение спора – объединить все 3 гавайских состязания в одну гонку, проходящую за один день без перерыва. Велоэтап он сократил на 3 мили со 115 до 112, чтобы гонка стартовала сразу после выхода из воды на Вайкики и финишировала у Алоха Тауэр. Это традиционная точка старта марафона. Коллинз написал короткий свод правил на нескольких страницах, и один из пунктов правила номер 8 установил стартовый взнос в $5 и указал, что событие финансируется самими участниками. Это, казалось бы, незначительный пункт через десятилетия станет основой для юридических споров о том, кому на самом деле принадлежит бренд Iron Man. Никто из присутствующих в тот вечер не подозревал, что они придумывают не просто экстремальное развлечение для группы военных энтузиастов, а зарождают индустрию, которая однажды будет стоить почти $1 миллиард. Тот, кто финиширует первым, мы назовем его Iron Man. Так сказал Джон Коллинз в 1977 году. Раннее утро 18 февраля 1978 года на пляже Вайкики собрались 15 мужчин. Каждый из них привел собственную команду поддержки. Друзей и родственников на машинах, которые везли воду, еду и подбадривающие крики на протяжении всей дистанции. Из 15 стартовавших финишировали 12. Победителем стал Гордон Хеллер, связист ВМС США, который преодолел всю дистанцию за 11 часов 46 минут и 58 секунд. Именно он стал первым человеком в истории, которого назвали словом Iron Man. Но настоящая драма развернулась за вторым местом. Джон Данбар, боевой пловец, морской котик, лидировал после второй транзишн-зоны и был близок к победе. Но на марафонской дистанции у него закончилась вода. Его команда поддержки, не имея других вариантов, начала давать ему пиво вместо воды. Данбар финишировал вторым, но эта история и фигура самого Данбара спустя десятилетия станет частью одного из самых долгих споров о том, кому принадлежит право называться истинным создателем Iron Man. В 1979 году без какой-либо рекламы на старт вышли уже до 50 атлетов. Впрочем, из-за плохой погоды гонку перенесли на день и реально стартовали лишь 15. Победил Том Уоррен из Сан-Диего с результатом 11 часов 15 минут 56 секунд. В этой же гонке 6-е место в общем зачете заняла Лин Лэмер, чемпионка по велоспорту из Бостона. Она стала первой железной женщиной в истории. Ее время от победителя мужчины было медленнее на 1 час и 39 минут.
В тот день на острове случайно оказался журналист Sports Illustrated Барри Макдермот. Он приехал освещать турнир по гольфу. Наткнувшись на финиш гонки, он написал 10-страничный репортаж о соревнованиях Ironman. Этот репортаж стал детонатором. В течение следующего года сотни заинтересованных людей со всей страны связывались с Коллинзом, желая принять участие. То, что задумывалось как разовый спор друзей, начало превращаться в феномен. В 80-м году начало взрывного роста. 27-летний Дэйв Скотт побил рекорд почти на 2 часа, показав время 9 часов 24 минуты. На старт вышло 108 участников. И это был последний год, когда Ironman провели на острове Оаху. Уже в 81 году количество заявок утроилось до 326 человек. Гонка, рожденная как пьяный спор, за 3 года стала самым обсуждаемым событием в мире выносливости. Уже к 1979 году Джон Коллинз понял, что больше не хочет управлять гонкой. Он обратился к владельцам фитнес-клуба Nautilus, супругам Хэнку Грундману и Валери Силк. По сути, Коллинз просто передал им коробку с документами, без юристов, без подписей, без формальностей. В 1981 году Грундман и Силк развелись. По итогам развода права на Ironman остались у Валери Силк. В том же 1981 году Силк перенесла соревнования с острова Оаху на большой остров Кона. В 1982 году она передвинула дату гонки с февраля на октябрь. Из-за этого изменения в 1982 году состоялось целых 2 Ironman в феврале и октябре. В феврале 1982 года произошло событие, которое стало главным маркетинговым моментом в истории бренда. Хотя никто это и не планировал. Джули Мосс, студентка колледжа, собиравшая материал для диссертации по физиологии упражнений, шла к финишу первой среди женщин. Но в считанных метрах от финиша она получает обезвоживание. Она упала. Кэтлин Маккартни обогнала ее и забрала победу. Но Мосс не сдалась. Она проползла последние метры до финишной черты на руках и коленях. Эту сцену показали по всему миру. Она создала культовую философию бренда – дойти до конца само по себе подвиг, независимо от места. К концу того же года гонка достигла потолка в 1000 участников, а еще около 1000 желающих не смогли попасть туда даже по лотерее. Просто финишировать – уже победа. Это был новый девиз Ironman, родившийся в ту ночь. В 1983 году Валери Силк официально зарегистрировала торговую марку Ironman. И почти сразу же возник конфликт. Джон Данбар, тот самый, что финишировал вторым в 1978 году с пивом вместо воды, начал продавать копии оригинального трофея гонки. Он, как и остальные 14 участников первой гонки, считал, что у них есть моральное право на часть этого бренда. Силк утверждала, что никто из первых участников не интересовался Ironman, пока он не начал приносить деньги. Она изменила правила, пересоздала гонку, и по ее словам никто не возражал, пока речь не зашла о доходах. Спустя 4 десятилетия Данбар и его сторонники до сих пор утверждают, что легендарный триатлон принадлежит им и первым 15 участникам, хотя суды раз за разом признавали, что время для таких претензий упущено. В 1983 году появилась квалификационная система. Ныне попасть на большой остров можно было только через победу или высокое место на другой гонке Ironman в мире. Так родилась структура, которая определяет путь к Коне до сих пор. В 1989-90-х годах произошла сделка, которая определила следующее десятилетие истории бренда. Доктор Джеймс Гиллс, успешный офтальмолог из Флориды, увлекавшийся триатлоном вместе с бизнесменом Дэвидом Уоттом, выкупил Hawaii Triathlon Corporation, владельца бренда Ironman, у Валери Силк за $3 миллиона. На базе этой покупки была создана компания World Triathlon Corporation, WTC, со штаб-квартирой в городе Тарпан Спрингс, штат Флорида. Заявленная цель новых владельцев была амбициозной – развивать триатлон как вид спорта, увеличить призовые для атлетов и построить глобальное медийное присутствие бренда. Ключевую роль в становлении компании сыграл Бен Фертик. Он присоединился к WTC в 2000 году как вице-президент по информационным системам, а в 2004 году стал генеральным директором. Именно он, Фертик, создал Ironman Life,
это онлайн-платформа для отслеживания гонок в реальном времени, и превратил WTC из лицензиара бренда в полноценную компанию по производству спортивных мероприятий. В 2005 году WTC запустила серию Ironman 73, половинный железный формат, 1,9 км плавания, 90 км на велосипеде и 21 км бега. Половинка или полу-Ironman, как сейчас все его называют. Этот формат стал входной дверью в мир триатлона для десятков тысяч новых атлетов и одной из главных финансовых опор всей компании. В 2008 году WTC World Triathlon Corporation была куплена инвестиционным фондом прямых инвестиций Providence Equity Partners за $85 миллионов. Бен Фертик остался у руля компании в качестве генерального директора. В следующие несколько лет под управлением Providence компания провела масштабную скупку независимых организаторов гонок. В 2009 году у канадца Грэма Фрейзера и его North America Sports были выкуплены права на Ironman, Кор Дален, Лейк Плейсид, Висконсин, Флорида, Аризона и другие американские гонки. 2009 год BK Sports Promotion, это Ironman Швейцарии и 73 Швейцарии. 2009 X-Dream Sports Events, Ironman Германии и 73 Германии. 2010 Triangle Sports Promotion, это Ironman Австрия, Франция и Южная Африка. 2012 UCM Events, австралийские гонки в Кернсе и Мулулаба. 2013 год UWC Sports, это Дания, это будущий Ironman Копенгаген. В 2014-2015 годах гонки в Барселоне, Вичи и серия Super Frog в Калифорнии. Каждое приобретение часто сопровождалось громким конфликтом с конкурирующей серией Challenge Family, независимой организацией, права на которую WTC не получала, но чьи гонки превращались в Ironman после смены владельца. 31 мая 2011 года WTC объявила, что новым генеральным директором становится Эндрю Мессик, бывший президент AEG, который помогал создавать велогонку Тур Калифорнии. Осенью 2015 года произошла сделка, которая шокировала индустрию. Китайский конгломерат Dalian Wanda Group, принадлежавший тогда самому богатому человеку Китая Ван Цзяньлиню, приобрел 100% акций WTC и бренда Ironman за рекордные $650 миллионов, взяв на себя долги Providence Equity. Ванда объявила о планах привести Ironman в Китай. Гонки уже проводились в более чем 20 странах, но ни одной в самом Китае. В 2017 году Dalian Wanda приобрела Competitor Group, оператора серии марафонов Rock'n'Roll Marathon. Эта компания стала дочерней структурой Ironman Group, существенно расширив портфолио за пределы триатлона. 26 марта 2020 года было объявлено, что Ironman Group будет приобретена компанией Advance Publication. Это частная медиакорпорация из Нью-Йорка, создатель Vogue, The New Yorker, GQ, а также крупные доли Warner Brothers. По данным СМИ, сумма сделки составила порядка $730 миллионов. Сделка была окончательно завершена 21 июля 2020 года. В рамках сделки Ванда сохранила право на операционное управление гонками Ironman в Китае по лицензионному соглашению, несмотря на продажу головной компании. Любопытный факт. Компания Advance, владеющая триатлонной серией Ironman по соглашению о совместном использовании торговой марки, платит роялти Marvel Entertainment, той самой компании, что выпускает фильмы про супергероя Тони Старка, Iron Man. Сегодня штаб-квартира The Ironman Group расположена в Тампе, штат Флорида. Помимо главного офиса у компании есть представительство в Болдере, штат Колорадо, и в Коне, на Гавайях, там, где все когда-то начиналось. Точное количество сотрудников компании разные источники оценивают по-разному. В компании работает около 1000 человек. По данным LinkedIn и других кадровых платформ, от 200 до 500 штатных сотрудников в головной структуре, не считая временного персонала, который компании массово нанимают на каждое отдельное мероприятие. Волонтеров, медицинских специалистов, охрану, техническую команду. В 2025 году Ironman официально отчиталась по 148 событиям Ironman и Ironman 73, охвативших более 250 тысяч зарегистрированных атлетов. И это только две основные серии, без учета других форматов. Ironman — это лишь верхушка айсберга под крышей The Ironman Group. Сегодня собран целый портфель спортивных брендов. Ironman Триатлон, флагманская серия гонок на полную дистанцию. Ironman 73,
половинная серия, крупнейшая по количеству стартов. 51-50 триатлон серия, это олимпийские и спринтерские дистанции. Iron Kids, детская триатлонная лига. Rock'n'Roll Running Series, это марафоны и полумарафоны по всему миру. UTMB World Series, это трейл раннинг, включая Taravera Ultra и Ultra Trail Австралия. APSA Cape Epic и серия Epic, это горные велогонки. The Ironman Group является крупнейшим в мире оператором мультиспортивных мероприятий с массовым участием. Ежегодно через ее события приходят свыше миллиона участников по всему миру. Открытой публичной цены франшизы Ironman компания не раскрывает. Права на проведение гонки в конкретном городе или регионе обычно оформляются через индивидуальные лицензионные соглашения с местными операторами или муниципалитетами, условия которых не публикуются. Однако цена для самого участника то, что мы можем реально оценить. Регистрация на полную дистанцию Ironman сегодня в среднем стоит от 500 до 1000 долларов США. Например, для гонки Ironman Florida общая стоимость регистрации с учетом сервисного сбора составляет около 900 долларов. А для Ironman Lake Placid может и более 1000 долларов. Это лишь стартовый взнос. Полная стоимость участия для типичного атлета с учетом перелета, проживания, экипировки — это велосипед, гидрокостюм, кроссовки. Ну и давайте возьмем почти года подготовки, так как я лично не верю во все эти Ironman за 13 недель и так далее. Сумма легко переливает за 10 тысяч долларов. И это с учетом еще очень бюджетной экипировки. В 2010 году компания даже попыталась запустить платную программу Ironman Access за 1000 долларов, которая давала право на досрочную регистрацию на гонки за неделю до открытия общей регистрации. Программа вызвала такую волну критики от общества, что компания публично отменила ее буквально в следующий день, признав: если вы считаете, что мы не правы, значит мы не правы. На старте каждый атлет получает стартовый пакет: номера для велосипеда и бега, шапочку для плавания фирменного цвета, чип хронометража, который крепится на лодыжку, а также фирменную сумку и футболку с символикой конкретной гонки. На финише кульминация. Атлету вручают финишную медаль с символикой Ironman. Что касается профессионалов, то там совсем другая бухгалтерия. Спонсоры, федерации, есть и призовые деньги, но о том, сколько они зарабатывают, мы расскажем в нашем следующем видео. За 48 лет Ironman прошел путь от пляжной авантюры 15 моряков до глобальной корпорации, которую покупали и продавали, и, вероятно, это еще не конец. Скорее всего, будет новый владелец, кто захочет дать новую жизнь этому бренду. И, кстати, 12 первых финишеров Ironman 1978 года введены в зал славы США, как те, кто заложил начало этому поистине великому в мировой спортивной индустрии событию. При всех миллионных сделках, юридических спорах и смене владельца ядро бренда осталось неизменным. Это история про обычных людей, которые делают что-то невероятное. Рик и Дик Хойты, отец, который провез сына с церебральным параличом через весь Ironman, проплыв вместе со своим сыном на специальной лодке и проехав на специальном сконструированном велосипеде. Это Крис Никич, первый человек в мировой истории с синдромом Дауна. Парень, который финишировал полную дистанцию Ironman. И каждый октябрь на лавовых полях Большого острова снова выстраиваются тысячи людей. У них все та же цель, что была у 15 человек 48 лет назад. Проплыть, проехать, пробежать и заслужить право хвастаться этим всю оставшуюся жизнь. Anything is possible. И эта простая фраза, пожалуй, единственное, что в истории Ironman никогда не продавалось. Спасибо, что досмотрели до конца. Это был канал On Your Mark Triathlon News. Увидимся в наших следующих видео. Подпишись, чтобы не пропустить самое интересное из мира триатлона.